Привет, друзья! У нас сегодня с вами необычный обзор. У меня в руках кусочки гитары. Вот голова грифа, сама гитара, вы видите, и гриф внутри. На самом деле все это помещается вот в такой вот уютный рюкзачок. Берется с собой в путешествие. Это тревел-гитара. И когда это вам надо достать и продемонстрировать свои необычайные музыкальные способности, вы делаете 3 неловких движения. Раз. Вот 2 и вот 3. Фух. Сейчас подстроим и послушаем, как она звучит. К моему удивлению, гитара звучит очень хорошо, несмотря на то, что это тревел-гитара, и, как правило, в тревел-гитарах одни компромиссы, но здесь все отлично. Короче, почему? На самом деле, вот у меня тут есть гитара полноразмерная, тоже фирмы Furch. Да, кстати, это фирма Furch, чешские гитары, все собрано в Европе. И вот, собственно, вот эта копия этой гитары, но только маленькая. Это серия Blue называется, а это называется Little Jane. В чем она копия? В дереве. Вверх у нас кедр, массив кедра. Здесь у нас красное дерево, здесь у нас красное дерево. Это тоже все массив. То есть тревел-гитара из массива, представляете? Даже здесь есть пигард. Он прозрачный, вам его не очень хорошо видно, но он есть. И даже есть датчик. Можно подключаться. Ну, где-то, я не знаю, поехали вы на Гавайи отдыхать, и внезапно там конкурс талантов, а у вас с собой Little Jane, подключились и, значит, выиграли. Не знаю, что на Гавайях можно выиграть. Тайский массаж в подарок. Датчик. Вот здесь вот крутяшки скрытые, там мешочек для кроны. Ну, собственно, на самом деле, через вот это отверстие все видно, что внутри гитары. Еще одна фишка — это колки. Вообще, все в этой гитаре необычно. Колки здесь локовые. То есть я, когда в колок струну продеваю, я еще вот здесь вот закручиваю, и она там намертво, как пассатижами, зажимается. Сама голова грифа тоже интересная, потому что здесь такой своеобразный верхний порожек, как бы струны проходят сквозь него, и они ложатся на нулевой лад или нулевой порожек. Это нечастое явление сейчас в гитарах, но на этой гитаре он есть. Ну, а здесь более стандартная, обычная подставка, обычный порожек и так далее. Не знаю, честно говоря, каково гитарным мастерам, которым будет эта гитара попадать, потому что мы очень спешили показать вам ее, и вот прям без мастерской сразу в кадр, поэтому не отстроили ничего, немножечко высоковато, на мой вкус, струны. Видимо, это происходит подпиливанием нижнего порожка, потому что анкера в этой гитаре нет. Вот вы видите, как выглядит гриф, его можно легко посмотреть, потому что разобрал гитару и смотришь, что там в поперечном сечении грифа. Там нет анкера как такового, который можно отрегулировать. Поэтому, ну, гитарные мастера, привет вам. К слову про подключение, про сцену. Здесь сразу позаботились о нас и сделали пин, чтобы мы могли... На ремень повешали и стоя играем. Кстати, строит хорошо, несмотря на то, что в отличие от стандартной гитары с обычной мензурой, да, 650 мм,
считается стандартом. Здесь она укороченная, но при этом все строит, все отлично. И гриф, если не ошибаюсь, опять же, здесь пошире стоит. 45 миллиметров. Это шире, чем стандартный. Ну, фурхи, они ставят вот на свои гитары. Обычно грифы чуть-чуть пошире. Для наших толстенных пальцев заботятся о нас. Я поиграл немного фингерстайла, но на самом деле, конечно, эту гитару для фингерстайла понятно, что брать не стоит. Это именно travel гитара. Вот размеры — это компромисс, так или иначе. Все равно мы привыкаем к полной мензуре, к большой гитаре, но как travel гитары вообще отличное исполнение. Причем, ну, видно, что люди постарались, позаботились о всех деталях. И очень качественная сборка, очень, ну, может быть, вам через экран передается, насколько вообще аккуратно она сделана, насколько все подогнано. Здесь, смотрите, кант специального цвета, не просто черный или кремовый или белый, он как называется, типа черепаховый. Ну, короче, очень приятно ее в руках держать. Да, как я сказал, не совсем для фингерстайла, мне на ней, на самом деле, больше хочется играть что-нибудь типа... Идеальный сценарий, мне кажется, для этой гитары, идеальная судьба, она называется Little Jane, напоминаю, как бы намекая о том, что в дамские руки вообще супер. Я прям вижу, как девушка на сцене играет что-нибудь типа, тем более сразу оно здесь все, можно, ну, на ремешок повесил, подключил и... И, конечно, само собой, как подарок, идеальная гитара. Ну, может быть, даже лучше, чем книга. По крайней мере, я был бы очень рад такому подарку. Ну и все, собственно, что хотел сказать вам про гитару. Теперь можно ее вот так вот аккуратненько, оп, отобрали, разобрали. Все, не забывайте про подписку, лайк, колокольчики, посмотрите по ссылочке, сколько она стоит. И все, ребят, верните паспорт, пожалуйста. Ну и, конечно, как подарок идеально. Очень хороший подарок. Может быть, даже лучше, чем книга. По крайней мере, я бы... А сколько она стоит? 90. Нормально. Очень хороший подарок. Книга, да, отлично. Запись идет.